Так. Ну, по парам должно получиться, да. Смотрите, что мы сейчас отработаем, смотрите. Человек поражает его ножом к шее. Да, к шее выражает. Может поближе подойти, расслабься, у тебя же нож. О. У кого нож, то он, в принципе, чего им боится? У него оружие, это очень серьезное средство воздействия на психику. Может, ну как бы. Поэтому кто с ножом, я вижу, я с ножом, а он без ножа. Это же, блин, ну прочувствуйте, у вас нож, нифига себе. У вас оружие. Пистолет, там, дубина, там, нож, топор, да, меч. Вы чувствуете себя прекрасно, уверенно, естественным образом подходите к человеку, представляете ему нож шеи и требуете своего, то, что, ну, как бы, вам нужно от него. Деньги в данном случае нужны, там, золото, ботинки снимай. Ну, что-то, что вам понравилось, то и делайте. Убивать его не собираетесь при этом. Ну, если ты дернешься, сука, тебе голову отрежу, понял? То есть вы как бы сразу говорите, что ну, может не случиться, если он будет, не будет вас слушаться. Поэтому все. Я прекрасно чувствую. Поэтому не надо так в такую стойку вставать. Вот я его боюсь. Типа, ты каратист, да? Ты Конор Макгрегор, да? Подходите спокойно, вот. Причем, если будете издалека с ножом идти, он может убежать от вас. Жертва бежит. Это же очень плохо, это обидно. Вы такие, блин, слушай, них там трубы горят. Он раз и убежал. Облом. Поэтому подойдите незаметно, так ножик спрячьте сюда, вот так вот. Понятно, что с другой стороны рассказываю, да? Короче, если вы видите, что пальцев не видно одной руки, то этот человек опасен. То есть, значит, что-то он прячет в этой руке. Покажите свои руки. Да, вот если вот так, покажите свои руки. Если руки открыты, то вы более-менее понимаете, что он вроде бы безоружный на данный момент. Хотя нож у него вот здесь. Это за поясом. Спрятал, все. Поэтому все равно следите за руками. Потому что в процессе разговора он подходит к вам, вот так, подходит к вам, разговаривает, держите дистанцию. Как только одна рука исчезает, это очень стрёмно. Либо вы убегаете, если можете, если есть возможность, либо бьете сразу, потому что, ну, блин, ну, от контекста. Если вы до этого разговаривали, очень напряженно, вот такой разговор, как-то агрессивный, там, непонятный конфликт, то лучше, конечно, сразу ударить, а потом лучше перестраховаться. Говорят, в армии лучше перебдеть, чем не допеть. Вот. Поэтому, или перебдеть, да, перебдеть от слова бдительность. Вот. А здесь такая ситуация, да, ну, что уже знает, да, что вы подходите незаметно, так незаметно, там время там спросить, еще что-то такое. Обычно это очень часто, почему время спрашивают? Ну как, это же естественный вопрос. Не подскажете, который час? Он сразу на часы смотрит. Человек смотрит на часы. У меня нет часов. Да, ну или там, я не знаю, за телефоном очень полезно, за смартфоном. Ну, чтобы время подсказать доброму человеку, правильно, надо же? И все, он отвлекся от меня, в это время я подошел поближе, вот, и представил ему нож шею сюда, куда хочу. Или ударил его уже в это время. Или, допустим, там, не знаю, а не подскажешь, как пройти вот туда, вот туда вот. Туда? Человек отворачивается, да, отворачивается, пропускает удар в челюсть. Может, когда голова повернута, видите, он меня не видит в это время. Вот туда с правой руки он вообще его не видит. А нокаутирующий удар, только который незаметный. Поэтому, когда вас спрашивает незнакомый человек, вон там, может, что-то там, вообще не обращайте внимания, как будто глухой. Вот и там с одним тоже разговаривал. А вон там что-то там спасатели за моей спиной показывают, я вообще туда не смотрел. Ну и что? А мне какое дело? Ну просто так разговариваем. Да, инстинкт перебороть тяжело будет. Инстинкт, да, тяжело, потому что, ну, прям, да, я сначала как бы, ну, был посыл, да, а вон там, типа, спасатели помогают, там, чего-то там посмотреть, что там происходит. Как бы, да, ну, хочется, что же там происходит за спиной. Ну, вот это надо сдержать. Доверяйте своему, ну, как бы, то, что, ну, вы должны быть бдительны, не доверяйте этому человеку. Недоверие, осторожность очень. Просто продолжайте на него смотреть, и все. Вот. Очень важно, что такие моменты были, знаете, когда взрыв где-нибудь происходит, бум, или какой-нибудь там пожар горит эффектно, да? Или какие-то звуки, и все начинают туда смотреть, так поворачиваться. А ты идешь гордо, как будто это ты его устроил. Понимаете? Всегда думайте, что это специально сделано для того, чтобы вас наебать. Что-то взорвалось, вы такие раз, просто туда кинули, а сами быстренько по сторонам посмотрите. Может, это что-то можно украсть в этот момент. Потому что все на самом деле отвечены пожаром, там, или какой-то там катастрофой, бам, авария какая-то. Все это смотрят. В это время, да, что задние карманы там, сумки там торчат и прочее, прочее. А может быть даже действует целая банда, да? Что-то бабахнули, вы отвлеклись, а в это время у вас сап и в багажник. Потому что вы потеряли бдительность. Короче говоря, это была такая предыстория. Это будет отдельный разговор со зрителем. Итак. Человек держит ножик вот здесь. Давайте попробуем вот такой приемчик сделать. Вы поднимаете ручку, вот вы так, ну, прям реально страшно, это будет реально страшно, ножик страшный. Прием применяем только в том случае, когда вам уже ничего не остается. То есть он, допустим, хочет, я хочу деньги, хорошо, вот тебе деньги, я сейчас, давай, дал ему деньги, дал ему телефон, все, ему отдал, я ему разговариваю, ему еще мало.
Понимаешь, снимай трусы. Не могу. Вот. И здесь уже как бы надо действовать. Руки у вас уже здесь. То есть если вы будете отсюда руками двигаться к его вооруженной руке, движение длинное. Если здесь, короткое. Делаем простое движение. Смотрите, вот здесь угроза, здесь страшно. Здесь не страшно. Там с той стороны не страшно, здесь страшно. Сюда двигаться не надо. Поэтому отталкиваем руку туда, двумя руками. Вот мы оттолкнулись. Понимаете? Уже угрозы нету. Ну, непосредственно. Конечно, ножик-то здесь он обратно может вернуть, вырвать руку или ударить с этой рукой, если он такой догадливый. Против большого пальца, кстати говоря. Да, против большого пальца там, и так далее. Поэтому хватает двумя руками. Прочтена рука здоровая, как у Леши. Поэтому не одной рукой, хотя можно одной, если мы такие, да, уверенные в себе. Или это избили, там, это ударили, там, или это избили, это ударили. Ну, как бы вот расчет на одну руку. Здесь мы делаем двумя руками, чтобы надежно все было. Бам! И что дальше? У вас свободная голова. Бум! Сюда ему. Свободное колено. Бам! Сюда ему колено. Или ботинка, бэмс. Да? То есть держим руку здесь, движение. Пам! Бум! Бам! Сюда головой. И заключительное движение, смотрите. Вот так. Не одной рукой. Не одной рукой. Да хрен с ним. Смотрите, корпус. Работаем корпусом. Вот как мы скручивались плечами, когда срывали захват, здесь то же самое плечами. Плечами. Порезали шею. Ну что ж, ну неприятно. Досадно. Порезали лицо. Пусть гаденыш это самое умоется кровью своей. Нехрен хорошим гражданам подходить с ножом и тыкать им в лицо и в шею. Сбили сюда руку, и здесь, смотрите, продолжение. На ногу наступили, толкнули. Он упал, нога здесь осталась. Понимаете, да? И так все вместе, все плавно. Ножик здесь. Сбили, ударили, сюда. Сюда можно добавить удар кулаком. Удар кулаком, удар локтем. Толкнуть. Нож Вот. собрать? Это как бы такой вариант по максимуму, да? То есть вы его полностью, так сказать, как шторм, да? Бэм, 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 да, да. Особенно если вариант максимума нужен, когда мы в лифте находимся. Лифт едет, бежать вы пока не можете, и вам ничего не остается делать, кроме клубнить. Ну, а что делать? Скучно же, да? Вот. Пока дверь остановится, откроется, тогда вот вы должны до этого. Иначе у вас будет дальше вам тыкать ножом. А если короткий вариант, вам есть куда бежать. Бум-бум. Все. Сократили до минимума. Сбили ручку, раз сюда его, оттолкнули его в одну сторону, а в другую, как разбегающиеся атомы, и убежали. Или, допустим, вы приметили, где-нибудь кирпичик лежит, или табуретка, или стол, или дубина, швабра. Она, допустим, лежит вот там. Вот чух. Дрынули. Потому что у вас уже преимущество в длине инструмента. Understand? Все, отрабатываем. Спасибо.